Все в жизни относительно. И со временем все меняется. Мы планировали сделать 2 шпалеры, 2 ряда с виноградом. Но в итоге, когда мы сейчас привезли свой заказ, стали раскладывать лозу, у нас получилось так, что есть у нас виноград ранний, есть у нас среднего и позднего срока созревания. И в итоге мы приняли решение, что нам нужно сделать 3 ряда с виноградом, и у каждого будет свой срок созревания. Ну что, 3 так 3, это тоже неплохо. А технический сорт винограда мы немножечко продвинем к забору. В принципе, как я и говорил, что у нас есть возможность 5 рядов с виноградом делать. А схема очень простая. Между рядами будет 2,5 метра. Ну и между лозой я буду делать 2 метра расстояния. Между прочим, вот этот шагомер 1-метровый очень полезная вещь в хозяйстве. В итоге у нас получилась следующая схема. 12 лоз у нас будет раннего срока созревания, и по 6 у нас будет в каждом ряду среднего и позднего срока созревания. Но места у нас пустым не будет. Мы просто-напросто в следующий раз его дополним другими сортами, которых у нас нет. Или разведем то, что у нас уже есть из своего. Все, смотрите. Я могу теперь с полной уверенностью сказать, что у нас с Аллочкой есть теперь свой виноградник. Мы буквально вчера закончили посадку молодой лозы на нашем участке. У нас получилось 3 ряда винограда. Очень ранний, ранний и средне-поздний. И всего мы посадили с Аллочкой 17 сортов разного винограда. Я не буду сейчас перечислять вам все эти сорта, но хочу сказать, что сорта мы выбирали вдвоем. Очень сладкий, вкусный виноград. Мы, конечно, понимаем, что на будущий год у нас еще урожая не будет, но самое главное, у нас есть свой виноградник. Всего мы посадили 24 кустика молодой лозы. Ну вот они, наши молодые саженцы. Как нам рекомендовали их посадить под углом 45 градусов. В ноябре месяце мы прикопаем их. И в 20-х числах апреля откопаем, оставим первых 2 почки. Вот. И где-то в середине июня, когда от почек пойдут уже молодые побеги, они будут уже по такой толщине, как этот прутик, вот тогда мы это обрежем, и эти почки мы обломаем, чтобы они не росли. Останется здесь 2 молодых направляющих. Ну и так, в принципе, со всем виноградником. Первый урожай мы получим, конечно, года через 3. Но ничего, мы не спешим. Вообще с лозой как с ребенком. И погладишь его, и поговоришь с ним. Вот. Сейчас даже трудно представить, что это когда-то будет замечательный или мускат, или ливия, или память учителя. Но вот здесь у нас будет 3 ряда столового винограда. Ну а рядом будет технический. Технический я пока еще не сажал. Для него место зарезервировано. И сегодня я нахожусь на своем молодом винограднике. И у меня новая задача — это посадить жена убежала, показала. Значит, там у меня 3 ряда с лозой столового винограда. Ранний, средний и средне-позднего сорта созревания. И как я вам говорил, у меня большая мечта еще иметь и технические сорта винограда для того, чтобы делать хорошее, вкусное, полезное, замечательное красное и белое вино. И моя мечта начинает осуществляться. У меня появились саженцы технических сортов. Я буквально вчера прикупил несколько саженцев белого и красного сорта винограда. Значит, Шираз, 4 лозы, это красный сорт винограда.
И Вермонтина это будет белый сорт винограда. Замечательное вино и то, и то. Я их пробовал. Вот. Ну и сегодня я буду их садить. У меня будет новый технический сорт винограда. Немножко отличается посадка от столового винограда. Технически сажается более плотно. Я подготовил ямочки, значит, для винограда. Они будут у меня полтора метра. Просто смотри, что полетело у нас. Вот. И немножечко отличие. Опять же таки я подсмотрел. Ямка сделана в форме траншеи, так как виноград будет укладываться под углом приблизительно 45 градусов, да, подготовится горочка такая, часть винограда будет засыпана землей и часть почек будет наверху, лишнее будет отрезано. Значит, для красного винограда я уже приготовил. Ну а для белого винограда он у меня будет крайний, самый последний ряд. Ну что, будем сажать. Ну, процесс посадки винограда не такой сложный. Подготовлены траншейки. Я уже заполнил их перегноем. И сейчас еще добавлю чуть-чуть золы и песочка, так как здесь недалеко от поверхности находится глина, чтобы земля была рыхлой. Вот. Ну и сейчас обещают в ближайших 5 дней сплошные дожди. Так чтобы вода уходила, песочку добавим. Ну что, для красного винограда у меня почти все готово. Вот 4 лозы, 1,5 метра между ними. Это все-таки не столовый виноград, здесь немножко другая технология. Сейчас добавим песочку, лозы и будем сажать лозу. О, замечательно это дело. Сегодня 29 октября, на улице солнце, тепло, ветерок. Осенние работы уже заканчиваются. Алчонок он там сажает чеснок. Чеснок. Арсений загорает на пляжу своем. Ну а мы продолжаем работать. Не надо, чтобы они вверх шли, все должно вниз или в стороны. А вот это ты кладешь вот так вот, оно вниз загибается вот это. Сейчас подрежу, поменьше сделаю. Нет, ты не поменьше, просто укладывать надо. Тоже так надо, чтобы почки наверх шли. Раз, два, три. Сережа, у тебя в сторону смотрят почки. Видишь? Вот так надо. Или вот так. Вот, отлично.
и потом прольем водичкой пару ведер и сверху засыпем сухой земелькой. Посадка лозы сорта винограда Шираз закончилась. Лишнее я отрезал. Через неделю-другую лоза будет присыпана землей на зимнюю спячку. И по весне я откопаю ее, оставлю 2 почки, из которых и пойдет расти новая лоза винограда. Лишнее будет обрезано. Все успешно. Погода нам в помощь. Да, вот такие под углом где-то 45 градусов. Лоза. Тоже вот основные 2 почки. Но потом, когда отсюда пойдут уже ростки молодые, это мы лишнее отрежем. Но там, как всегда, у нас наблюдатель Орса, он же Арсений, он же Боярин. Все под контролем, все наблюдает. Ну все 4 лозы благополучно, успешно посажены. Да. Ну вот, тоже хороший корешок. Ну что ж, раз мы посадили, осталось посадить нам вермонтину. Мне говорили, что кошки 80% своего дня спят. Поедят и опять спят. Поедят и спят. У меня, конечно, нету кошки. У меня собака Cane Corso, Орса. Но он так любит спать. Его растолкать нереально. Особенно любит на солнышке спать. Но зато он всегда контролирует, где я работаю. Как говорится, пофилонить не получится. А я сейчас занимаюсь тем, что мне нужно переделать немножечко ряд под белый виноград. Так получилось, что у меня кромка 2 метра от технического красного сорта винограда, который я уже посадил, Шираз. И вот этот 2 метра идет прямо по кромке, где вспахано поле. И надо чуть-чуть прокопать вширь, для того, чтобы пырей, который оккупировал огород, не попадал на молодые саженцы. Надо чуть-чуть проработать. Работа эта нелегкая. Вот буквально полметра и 2 полных ведра с пыреем уже, с корнями. Но новые вилы и хорошая лопата, они помогают. Лишний раз говорю, что не экономьте на качественном инструменте. Лучше потратьтесь, лучше меньше мужики будут пиво пить и кушать печенье, девчонки, и тортики. Но зато у вас будет хороший инструмент. Ну а я что? Я продолжаю копать. Сегодня последний день, когда тепло. С завтрашнего дня 4 дня подряд обещают дождь. Прозвучала замечательная команда обедать. Аллочка приготовила обед. Надо бросать работу и идти кушать. Орса, пошли кушать. Да, он тоже любит кушать. Доброе утро. Я вчера не успел досадить лозы винограда белого вермонтина. Темнота наступила раньше, чем этого хотелось бы. Поэтому сейчас я иду продолжать сажать виноград. Скорее всего, даже бороться с пыреем несчастным этим. Сегодня обещали дождь. И дождь будет идти по прогнозу чуть ли не 4 дня. А работы еще очень много, которую нужно заканчивать. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть там. Надо с клубникой поработать, надо под малину подготовить. Много чего нужно делать. Времени просто-напросто на все не хватает. Вот такая она веселая жизнь деревенская. Ну, зато Аллочка чеснок посадила, тоже вчера работала. А мы с Арсением идем на поле, на грядку. Работать с вилами новыми. Посмотрел комментарии.
один товарищ написал, что Ротшильд сказал, что я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи. Но, наверное, так оно и есть. Хотя другие говорят, что 3000 это очень дорого. Ну, смотря с чем сравнивать. Ой, слушайте, вы не поверите, 30 октября, а? Какая прелесть. Тепло, хорошо. Пацан уже на травке лежит. Надо идти работать. Иногда лениво, иногда не хочется, а надо. Ну ладно, пошел копать, лозу сажать. Вот она моя стройплощадка вчера, которую я не закончил. Несчастный пырей и траншейка. И Арсений уже здесь. Все рядышком. Ну ладно, приступаем. Ну вот, мои дорогие подписчики, я успел до наступления грозы, а она начнется буквально минут через 10, уже гром гремит, солнце прячется. Я успел посадить свой виноградник. У меня теперь есть и винный сорт белый Вермонтина, и красный Шираз, и 14 сортов столового винограда. И у меня получилось 25 метров длины шпалеры, и таких шпалер у меня 5. Теперь я могу сказать, что я тоже будущий молодой виноградарь. Конечно, вино я еще не скоро буду делать. Должно пройти несколько лет, пока виноградник вырастет, достигнет своих технических возможностей. Но сам факт, что мечта моя о том, что я мечтал иметь свой виноградник, свой сад, она сбылась. Как говорится, ребята, все в ваших руках. Если у вас есть мечта, значит нужно идти к ней напрямую. Ну что, солнце уже затягивается тучками. У нас сейчас в Молдаванском начнется дождь, гроза. И по прогнозу 4 дня будет лить дождь. С одной стороны, это хорошо. Все деревья молодые, которые мы посадили, они будут хорошо пролиты дождиком. И молодым саженцам это только на пользу. Другое дело, что у нас еще довольно много работы. Нам еще нужно сажать малину. На следующей неделе придут саженцы. Я заказал 3 вида малины. Об этом будет отдельный ролик. Ну а вам, дорогие мои подписчики, желаю самого доброго, самого хорошего всего. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно колокольчик включайте, и вы будете получать уведомления о всех моих роликах. Желаю вам счастья. Это был с вами я, Сергей Гуд, и канал Викинг Лайф. Пока!